Я вновь приветствую международную аудиторию телеканала RTVI. Это разговоры с Лобковским. Психолог Михаил Лобковский в нашей московской студии вновь. Приветствую вас вновь и вновь. Сегодня поговорим о теме мотивации. Она во многом пересекается с историями, как мне кажется, про эмоциональное выгорание. Хотя, может быть, это не так. Вы сейчас меня поправите. Сейчас мы на все вопросы, которые, уверен, вас интересуют, ответим. Вообще, что такое мотивация с точки зрения психологии? Это какое-то обязательное условие, я так понимаю, без которого невозможен ни один процесс. Да, когда человек что-то делает, он должен, даже не то, что понимать, а чувствовать, зачем он это делает. Если он не имеет смысла, он и не делает. Но хотя, к сожалению, в каком смысле ты сказал, перекликается с выгоранием, многие люди просто делают что-то, не понимая, зачем они это делают. Мотивация — движущая сила всех твоих процессов. Ты должен быть чем-то мотивирован. Я не знаю, о чем ты хочешь поговорить конкретно. Сейчас мы поговорим про разные сферы совершенно жизни. Но вот хорошо, если разобраться с, допустим, профессиональной составляющей, профессиональной реализацией. Здесь мотивация понятна, наверное. Опять же, это мой дилетантский взгляд. Финансовая. Ну и то, с чего мы начали, это реализация, какая-то профессиональная. Для меня реализация на первом месте, и мой опыт показывает, что чем больше ты не про деньги, а про реализацию, тем и денег больше. То есть, говоря по-русски, те люди, для которых мотивация — это деньги, как говорят у нас в России, они ставят телегу впереди лошади. И, как говорится, в таких случаях деньги любят тебя, но как друга. Поэтому лучше все-таки начать с самореализации, с потребности этим заниматься. Ну, чаще всего, мне кажется, происходит наоборот. Для людей деньги — это понятнее, нежели какие-то все же абстрактные, мне эфемерные кажется, понятия. за этим стоит целый семейный уклад, как жили родители, что никто, не то, что никто, это неправда, очень многие или большинство людей вообще так живут и сейчас, да. Они не живут, как они хотят, они не работают на любимой работе, они вообще не живут, как они хотели бы жить. Более того, я вообще не уверен, что они думали о том, что они хотели. Потому что, наверное, их хотелка закончилась там в 5-летнем возрасте, когда они последнее, что сказали: «Я хочу продавать мороженое». И на этом все закончилось. А дальше пошли суровые будни. Школа, начальная, потом средняя, потом выпуск из школы, потом какое-то образование, не у всех, кстати, а потом какая-то работа. Почему? Потому что люди должны есть, а чтобы есть, надо работать. Вот тебе вся мотивация. Ну, очень часто приходится слышать от многих, я уверен, что и наши зрители постоянно с этим сталкиваются, многие сами, в общем, не знают, чего хочу, это называется такая формула. Да. Может быть, человек пытался реализовать себя в самых разных сферах, и раз за разом оказывалось, что это, что называется, не его. Мне кажется, что вот после череды таких неприятных историй можно в себе разочароваться и быть, что называется, полностью демотивированным. Ты знаешь, к сожалению, многие люди, обломавшись не тогда, когда они пытались чем-то заняться, а гораздо раньше, когда их мама говорила: «Руки убери, ты сейчас только все испортишь. Не трогай, я тебе говорю, ты сейчас испачкаешь. Пожалуйста, давай я сама, ты сейчас разобьешь». А ребенку было 3 года, 4 года, 5 лет. Вот там уже обесценивание происходило. То есть у здорового ребенка психически есть потребность к формированию этих мотиваций. Он всюду лезет, всюду нос сует, и руки тоже. Он все хочет познать. У него абсолютно незамутненная потребность познания мира, в таком глобальном ключе. Ему все интересно. Он такой живой, прямо вот мечта любого взрослого человека. Вот все прямо дело есть до всего. А эти 500 вопросов в 5-летнем возрасте, от которых у родителей крыша. Вот он начинается, вот это вот чистое психическое здоровье, да? Хочется донести его хотя бы до взрослого состояния в таком виде. Вот. Вместо этого родители, которые сами люди, живущие на автомате, без особой мотивации, не сильно мотивированные, кроме как, в моем юности, вот, купил Рубин 714, 350 рублей, теперь будешь 2 года просто пахать и не доедать. Но он цветной зато.
а не «Чайка-202» черно-белый. Сейчас другие, видимо, ценности, сейчас это меряется автомобилями, квартирами, дачами и так далее. И мотивация такая очень убогая, что ли, да? То есть люди, например, ради того, чтобы купить себе квартиру, в течение 10-15 лет, черт знает чем занимаются, а это лучшие годы их жизни. Это их молодость. И у них такая странная мотивация, что, ну как, почему черт знает чем? Михаил, вы тупите, вам же объяснили. У нас квартира, мы будущее строим. Вот с квартирами, кстати, совершенно непонятная мне история. Вот эта вот история с ипотекой, с тем, что... Вот в чем здесь основа-то, я не очень понимаю. Мое, ну и что, ну твоя не в этом дело. Физически, нет, собственность, ну как, я должен квартира. обеспечить, у меня семья, я хочу иметь крышу. Я все это понимаю. Нет никакого завтра. Завтра это то, что с тобой сегодня происходит. То есть ты как бы начерно живешь, тебе там 25 лет, ты до 40 лет пашешь на эту чертову квартиру, занимаясь просто тем, что тебе приносят деньги. А в советское время еще знаешь, что было? Тебя просто жестко предприятие привязывало. Ты мог получить через 20 лет талон на машину или очередь на квартиру, но ты за это должен был здесь пахать еще 20 лет. И ты не мог уйти. Как только ты уходишь, у тебя, значит, пропадает очередь, и этот талон на машину тоже. Сейчас как бы это все добровольно, никто, так сказать, тебя не держит. Но это очень странная идея так жить. Почему? Реализовать себя не получается, тогда какой-то набор простых вещей. У каждого человека должно быть, как сказал Чехов, в человеке все должно быть прекрасно. И кокарда, и погоны, и лампасы. Поэтому у людей должны быть машины, квартиры и дачи. Такой советский приятный новогодний набор. И поэтому люди тратят полжизни для того, чтобы старость потом привести на то, на чем они потратили деньги. Что такое здоровая мотивация в этой истории? Когда, правильно ты начал говорить, люди не знают, что хотят. Сначала ты понимаешь, что ты хочешь. И потом ты пытаешься себя реализовать. Ты говоришь, ну вот он туда дернулся, сюда дернулся. Все, он туда уже не лезет, потому что он разочарован, он не верит в то, что не получится. У меня даже лекции есть на эту тему, как пережить крах в своей жизни. Его надо пережить. Почему? Потому что люди у себя в голове обесценивают свои возможности. Мы не знаем, что человек реально может. Есть прекрасная книга Владимира Яковлева «Возраст счастья». Знаешь, да? Видел обложки где-то. Гениальный совершенно. Вот такой том с иллюстрациями. Как человек, я помню, там, по-моему, какой-то был китаец, который выдал себе все легкие на стеклодувном производстве вредно в Китае, а после 80 решил заняться, по-моему, фигурным катанием или балетом. И реально у нее поперло. 90-летней бабушки даже видео есть, которые делают переворот на брусьях. То есть люди вдруг на старости, когда уже они вот все выплатили, всю эту ипотеку, вот твоя квартира чертова, можешь в ней сдохнуть, но уже тебе просто 80. И ты все эти 80 лет со странной мотивацией, а между нами никакой мотивации не было, пахал, и вдруг они осознали, что они еще не мертвые, и вдруг у них появилась здоровая мотивация, и кто-то петь начал. Ну, такие истории бывают, конечно. Вот про них там по телевидению показывают, передали интернетами. Пишут. Я сделал даже книгу, вот я говорю, «Возраст счастья». А зачем ждать 90? Можно же сразу. Но мне повезло, я счастливый человек в том смысле, что я всегда занимался одним и тем же. И ну, у меня были ответвления. У меня даже однажды был ночной клуб. Так. Мне не понравилось. Для иностранцев, кстати, «Экспат» назывался. Не понравилось, не мое. 2 года я на это потратил. Вот. А так я психологом, как вот, даже еще учась, я только в 28 диплом получил, потому что я очень долго учился. Я то учился, то не учился. Но я уже психологом с 24 лет как бы работал. И ничем другим не занимался. Но повезло, потому что мне нравится моя работа, я всю жизнь ею занимаюсь. А многие люди просто... Вот отец мой, например, да, пришел, он фронтовик, значит, пришел после войны домой, а работы нету. Он устраивается грузчиком в электротовары. На минуточку, закончив юрфак МГУ. Ну, там такая интересная была история.
тоже, раз это не имеет прямого отношения к теме, но просто для общего Да, развития. конечно. А знаменитые кадры 1945 года, когда на Белорусский вокзал прибывают фронтовики, если вы посмотрите, фронтовики пожилые все. Демобилизовывали по годам рождения, потому что народное хозяйство не могло переварить огромную армию. А отец 25-го года рождения, в 45-м было всего-навсего 20 лет. Он 16 лет на фронте. И его держали до 50-го года в армии, но разрешили учиться. Вот как он закончил-то. Юрфак приезжает, а он еврей, понятное дело, достаточно на сына посмотреть, а ему работы не предлагают. Говорит, ну и что? Говорит, ну, ничего, ваша проблема. И он работал грузчиком в магазине. Потом он все-таки взял себя в руки и пошел работать в сельское хозяйство. Страдал всю жизнь. Не его сфера, но и не юристом, и просто ему надо было семью кормить. Я приехал в Израиль в 90-м году, поселился в знаменитой гостинице «Дипломат», такая была центр абсорбции. И я помню эту потрясающую историю, когда я вышел, я тогда курил, покурить на этаж, и я смотрю, женщина, так лет 45-50, моет полы. Я с ней разговорился, мне было 28. Она из Питера, она имеет 2 высших образования, она кончила Ленинградскую консерваторию и ЛГУ по классу филология. И я говорю, женщина, а вот вы пол моете? Говорит, ну да, я же иммигрант, я же полы мою. А у вас, говорю, есть какая-то перспектива, мечта? Он говорит, конечно, Михаил, я хочу стать старшей на этом этаже. Мне стало страшно. Я пришел домой и сказал, я вам честно скажу, даже если нам будет жрать нечего, я никогда не пойду мыть пол. Я боюсь, что я могу захотеть стать старшим на этом этаже. То есть она уже поломанная совсем, гражданка, да? То есть она сказала, все, мне столько возраст, мне под 50, я никогда не буду ни музыкантом, ни филологом. Вот если я буду старшей на этаже, хотя бы зарплата будет в 2 раза больше. И мне реально стало страшно. Ну вот в этом конкретном случае, кстати, это же, по-моему, классический пример демотивированного человека. Вот это, в таком виде ситуация, она обратима. Я не знаю, не будем конкретный пример касаться, но тем не менее. Человек, который в себе полностью разочарован, у которого вообще самооценка ниже плинтуса и так далее. Ну да, мыть полы, а что еще делать? И когда ты приезжаешь, надо еще иметь в виду, это иммиграция из большой деревни в цивилизованную страну. Я помню еще одну грустную историю. Я жил в кибуце. Это был очень интересный кибуц Саса на Голанах. И с нами жил какой-то мужик, тоже под 50, какой-то он профессор, ученый, не знаю, ну такой советский. Вот. Что-то у него такое инженерное было в образовании. И ему привозят компьютер и говорят, вот давайте, вам же работа нужна, вот у нас есть компьютер, вот программа компьютерная. И он заплакал. Знаешь почему? А он не работал на компьютере никогда. Он только вот у него это была, такая, знаешь, доска наклонная. На ней ватман, 4 кнопками, Кульман, да, и вот это решина у него ходила. Все. И он заплакал, поняв, что все, на этом его карьера закончена. Ему под 50, он не понимает ни одной компьютерной программы, да и компьютер первый раз в жизни не видит. Вот. Это, конечно, грустная история. Люди, в которые в себя верят, во-первых, они, как в этой книге «Возраст счастья», переучиваются всегда и куда хочешь. Вот. И у них совершенно другая жизнь. И вот, кстати, моя бывшая жена, которая осталась жить в Израиле, ей когда было 37 лет, то есть она совсем уже не девочка, она кончила журфак МГУ, она вдруг пришла и сказала, я хочу, чтобы... Да, мы не поговорили об этом. В мотивации огромную роль профессиональная играет смысл того, что ты делаешь. Нужно уважать свою работу за пользу, которую ты приносишь. Говорит, мне не интересно журналистам, я хочу быть медсестрой. И в 37 лет она пошла учиться в Иерусалимский университет, там есть факультет медсестринский, 3 года, тяжелая учеба на 3 языках, иврит, латынь и английский, а женщине 37 лет, она ни одного языка не знает, но все-таки из СССР приехали. Вот, кстати, это странное было зрелище, я когда жил в кибуце,
Мы ехали из Кибуца в Иерусалим, это около 5 часов, нас семья везла. И, я только был месяц в стране, мы представились, психолог и журналист. Они начали по-английски, перешли на иврит. У них было 6 языков примерно: французский, испанский, итальянский, и кто-то еще добил румынским и венгерским. Они очень странно смотрели на нас, они первый раз в жизни видели психолога-журналиста, ни один из которых ни на каком языке вообще не разговаривает. Это был действительно бред. Я пережил жуткий стыд и позор, но вот так выглядел СССР. Так вот, я хочу сказать, вот женщина, жена 37 лет, 3 года переучилась, в 40 лет вышла на работу, как будто ей 20, и нормально живет и работает в свое удовольствие. Любой человек может найти эту мотивацию и перевернуть свою жизнь, и стать счастливым. Но для этого нужно, во-первых, верить в себя. Это требует более высокой самооценки. Вера в себя – это синоним высокой самооценки, так как невера в себя и обесценивание – это низкая самооценка. Но это же история о том, что и вот я сейчас начну переучиваться, я начну жизнь с чистого листа, потрачу на это какое-то безумное количество сил, энергии, эмоций и так далее, а ничего не получится. Но я думаю, что, кстати, это статистики, опять же, нет, но в большинстве случаев это и проблема. То есть это демотивирует. Трактуешь то, что да, у людей в голове, я боюсь, что из этого ничего не выйдет. Вот. Рассказываю. Не совсем прямой аналогичный случай, но очень понятный. На лекции в Москве около года назад встал парень и говорит: Михаил, вы все про счастье, а мы ж скоро умрем. Я говорю: насколько скоро? Говорит: мне уже скоро 20. Я говорю: малыш, ты смотри, я еще поживу. Потом встает женщина и говорит: Михаил, я недавно развелась, сыну 5 лет. И сейчас новый мужчина делает мне предложение. Я очень боюсь, что сейчас опять все кончится разводом. Похоже, да, на ситуацию? Я потрачу силы. Ну да, это она и есть. Выйдет. Что мне делать? Я говорю: женщина, выходите замуж. В конце вы умрете все равно. Я обращаюсь к нашим зрителям. Чего ж так переживать-то? Вы же все помрете в конце. Так вы пока живы, получаете от жизни удовольствие. Вы пробуете, получится, не получится. Не надо из этого делать ставку, как будто вопрос жизни и смерти. Ой, прям я все силы потратила. Это как было про Берию, по-моему. 30 лет залезали в жопу, оказалось, что не ту. Ну, не ту. Но мне кажется, многие, собственно, боятся встречи с вот этим вот разочарованием, переживания какого-то очередного то, стресса. То, что ты начал, это крахи, да. Это обесценивание, это страх, что опять не получится. Но нет другого способа, как взять и сделать это. До тех пор, пока вы это дерьмо гоняете в своей голове, вы сидите ровно на попе и ничего не делаете. А жизнь в это время проходит мимо. Ну как ничего не делаете? Вы делаете. Вы ходите на эту нелюбимую работу, где вы мотивированы на те деньги, которые вы зарабатываете, а вам хочется, может быть, по-человечески себя реализовать. Но вы как рассуждаете? Ну а кому я нужен? Лет мне уже много, а квалификации я уже потерял, давно этим не занимался и так далее. Но вы хотя бы попробуйте. Мне кажется, здесь еще смежная тема — это боязнь перемен. Ну, то есть ты, тебе сейчас не очень, но ведь может быть еще хуже. Любимая тема — выход из зоны комфорта. Ну, да. Это, да, тоже смежная история, конечно. Ты знаешь, и смотри, это демотивирует, собственно, вот эту боязнь того, что будет хуже. Скажу. Был я на реке Енисей зимой. Нашим зрителям будет интересно узнать, что река Енисей не замерзает при температуре минус 51 градус. Знаешь почему? Сумасшедшее течение. Сумасшедшее течение. Если у вас сумасшедшая мотивация, вы сделаете все. Если она у вас жиденьким ручейком течет, вы будете опять ходить на нелюбимую работу, рассказывая, что у вас нет для этого ни сил, ни времени, что вам много лет, и вы никому не нужны. Если Енисей может не замерзать с таким течением, знаешь, ты вообще понимаешь, что минус 51 градус? Люди вообще на улице могут. А здесь вообще льда даже нету. Очень могучее течение. Вот уровень силы, мотивация, вот эта энергия мотивации, если она серьезная, то люди добиваются всего. Мы, кстати, знаем такие истории с какими-то актеры с дефектами, например, да, там, я не знаю, какой-нибудь там Дэнни Девито с ростом метр с кепкой, куча актеров, которые заикаются и шепелявят,
Михаил Иванович Царев, покойный, с косоглазием, и, по-моему, он заикался еще, если я не ошибаюсь. У него был заикой, а на сцену выходил, и даже пропадало. Таких примеров полно, когда люди имеют такую серьезную мотивацию, что добиваются в жизни всего. За счет чего? За счет веры в себя, за счет высокой самооценки и вот этой могучей энергетической мотивации. Ну, то есть, чтобы мотивировать себя, здесь нужно начинать по ступенькам изначально, Да. с самооценки, то есть обращаясь И ко я всем хочу нашим сказать, программам, так как- которые, собственно, Да. вы найдете Нет, на YouTube. я хочу еще твои слова вспомнить. Это, а если не получится, я отвечаю. А вы держите это в голове тоже. Это же не тоже какая-то странная неожиданность. Вы говорите, а что я буду делать, если не получится? Сколько я готов тратить силы и времени на это? Сколько я буду в себя вкладывать и смотреть на результат? Это же не бесконечная история. Пожалуйста. Что вызывает страх? Неопределенность. Что я сейчас в это во все втянусь, а у меня из этого ничего не выйдет. Давайте об этом поговорим. Скажи, что я трачу на это полгода, год или 2 года. Что я трачу такую-то сумму денег. Что я знаю, что я буду делать, если не получится и так далее. Хотя бы успокойтесь. И тогда ваша мотивация, как это могучее течение, выйдет наружу. А у невротика так устроены мозги, о чем ты правильно сказал, что ну и менять ничего не охота. Это мне не нравится, а менять мне тоже не нравится. Здесь мне не нравится привычно, а там я вообще не знаю, что из этого получится. Ну и так далее. Хотел бы минут на 15 назад вернуться. Я уверен, что многие зрители тогда задали вопрос: Михаил, почему вы говорите о том, что хотеть машину, квартиру, дачу, вот эта вот советская триада, это что-то плохое? Это прекрасное. Плохое цена вопроса, за который все это покупаете. Это перечеркнутые годы жизни за сомнительное удовольствие весь этот набор иметь. То есть я считаю, что жить надо каждый день и жить так, как вы хотите жить. Нет 2 жизней, эта жизнь достаточно короткая. Мы живем меньше, чем слоны, раза в 3. И второй жизни, как бы, так как я атеист, я в нее не верю. Я хочу сказать, что вот это жить начерно, жить для того, чтобы что-то купить, а потом начать в этом во всем отдыхать, не получается. Или ты живешь сегодняшним днем, и у тебя и так все происходит, или ты плохо живешь. А если у тебя при этом дача, квартира и машина или нет, на твое самочувствие не влияет. А вот эта вот привычка откладывать все, откладывать жизнь на потом, ну так универсально выражаясь, да. что это когда-то для лучших времен. Здесь в основе что? Тоже отсутствие мотивации или здесь проблемы в с основе самооценкой? Очень странная самооценка. Я обычно на лекции, это вызывает смех, говорю: поднимите руки, у кого мебель стоит в чехлах. Ну, там какое-то количество поднимает руки. Я говорю, а вы себе как представляете, когда вы умрете, их снимут, но вы же этого не увидите. Ну, это пульт от телевизора в полиэтилене. Ну, это пульт от любимая телевизора. тема. Нет, я еще застал тот период, когда стулья в чехлах и диваны. Может быть, я уже отстал от жизни, я не молодой. Но в моем детстве, в моей юности в чехлах было практически все. Их специально шили, были красивые чехлы. У меня вопрос, а смысл тогда выбирать красивый цвет дивана, если он все в чехле, какой? И когда он будет без чехла? Значит, правильный ответ, когда чехол порвется, тогда будет без чехла. А реальный ответ, когда все помрут, и кто-то снимет чехлы. Но вы этого не увидите. Поэтому не надо так жить. Жить надо сегодняшним днем и жить, так сказать, полноценной жизнью, без чехлов. Здесь, опять же, важный вопрос. Это можно сделать самостоятельно, себя перестроить, или лучше Я думаю, консультироваться? да, можно попробовать это сделать. Если не получится, тогда уже идти к психологу. А вообще какой срок можно на это отвести, на такую перестройку? Вот Я понимаю, что это индивидуально. Что, Ты правильно безусловно. говоришь. Надо себе срок поставить. Я, например, пробую 3 месяца. Я в течение 3 месяцев. Не в смысле, я всю жизнь перестрою за 3 месяца. У меня должны быть изменения в жизни какие-то. Как говорят врачи, положительная динамика. Что через 3 месяца я нахожусь в другой точке. У меня в жизни меняется. Я уже хожу на собеседование, меня уже ждут на этой работе, на этой. Это то, о чем я мечтал еще в 9 классе, и я реально теперь туда попадаю и так далее. Вот если это все есть, то вы справились сами. Если вы сидите там же, где вы были 3 месяца назад, вам нужен психолог. Все же в голове происходит. Как психолог Михаил Лобковский мотивирует себя, есть ли у него такая потребность в принципе?
Ой, ну у меня жизнь, я даже не могу ее советовать другим людям. Во-первых, я себе цели никаких не ставлю. Вообще. Я живу, как Бог надо, что положит, как говорят. Я таким не был. Я таким стал после 50. Видимо, с возрастом что-то приходит. Но я, конечно, так классно и раньше не жил. Я больше выживал. Вот я хотя и занимался любимым делом, многие вещи я делал, которые мне не нравились. Вот. Тем не менее, сейчас я стараюсь делать только то, что я люблю. И, как ни странно, за это платят больше, чем когда ты делаешь то, что ты не любишь. Привет, мотивация. Вот. Многие этого не понимают. И не знаете, многие говорят, эта работа деньги приносит, а то, что я хочу, деньги не приносит. Я хочу спросить, а что, психолог, прям такая нереально высокооплачиваемая работа, что ли? Да нет, конечно. Все людей здесь находится. Ну, совсем же не ставить цели тоже невозможно. Вы же сегодня встали утром и приехали сюда, в студию. Да, Ну, сразу напрягся, я хочу сказать, прям с утра. Думаю, что я еду, сейчас бы спать обратно лечь. Вот. Я хочу сказать, нет таких целей, что я должен... Вот я помню, Лев Толстой целый дневник исписал, что он должен за год сделать. Там огромный набор дел, включая изучение языков. Стал он с этого счастливым? Нет. Вообще жизнь так не устроена, что у нее нужно как можно больше всего напихать. Жизнь устроена так, что если ты можешь, ты получаешь от нее удовольствие. Что ты при этом делаешь, не принципиальный вопрос. Но для большинства людей, подавляющего большинства, а может даже для всех людей, огромное, счастье в жизни – это себя реализовать. Но для этого нужна здоровая, правильная мотивация. Здоровой и правильной мотивации остается пожелать всем, кто смотрел нас на RTVI и на YouTube-канале RTVI. Меня зовут Андрей Жов. Это был очередной разговор с Михаилом Лобковским. Оставайтесь на нашем канале, и дальше будет не менее интересно.